Приветствую, друзья! Вслед за другими производителями аудиотехники в компании Zigat тоже решили выпустить совместный продукт с каким-нибудь известным блогером. Результатом чего стали новенькие гибридные наушники ARETE, согласованные по настройке с автором небезызвестного канала Fresh Review. Внешне по посадке модель, конечно, мало чем отличается от остальных решений данного бренда, однако вся соль тут, как говорится, под капотом. За бас отвечает один 10-мм динамик, за середину сдвоенный арматурный излучатель NOS 29689, а за самый верх диапазона тоже сдвоенная арматура NOS 31736. Насколько они оправдывают свое громкое название и как согласуются с остальными новинками своего сегмента, об этом мы сегодня и поговорим. ARETE в переводе с греческого обозначает добродетель или совершенство. Так что поехали! Приходят наушники в неплохо оформленной коробке с обозначением типа и количества использованных в них излучателей, а также перечнем их технических характеристик. В комплекте идет плотный бокс из кожзаменителя, пенки и два набора силиконовых амбушюр с желтым сердечником. Кабель выглядит неброско, он плотный, витой, с хорошей гибкостью и сопротивлением на каждый из жил, равным по 15 сотых Ома, то есть вполне приличный. Сами чашечки сделаны из полупрозрачной гипоаллергенной смолы с бортиком для удержания амбушюр, абстрактным рисунком на внешней части и небольшим компенсационным отверстием, направленным назад. Смотрится это неплохо, да и по посадке с изоляцией тоже все отлично. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,4%, что прямо очень достойно. Фаза ведет себя естественно, а с водопадами на 30 и 60 дБ предлагаю вам разбираться самостоятельно. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 8 дБ с аналогичным по амплитуде выделением области разборчивости, после чего идет акцент на 4,5 кГц для имитации ушной раковины, легкий пик на псевдодетализации и просто превосходные по своей протяженности верха. Насадки, как видите, одинаковые. Зачем их положили целых два набора, не понимаю. В сравнении с Doskink у ARETE заметно меньше низких частот и чуть спокойнее верха. А на фоне Synctrace только немного меняется подъем на ритмической составляющей. Больше же всего это похоже на T-Audio Hype 4 или Tenzoneza, если, конечно, у последних не смотреть на самый низ диапазона. То есть настройка, считай, самого высокого уровня, а значит, есть чем гордиться. По звучанию же я слышу ошибку почти всех современных аудиоблогеров. То есть тупое натягивание АЧХ на излучатель. Да, настройка тут реально хороша, однако особенности драйверов тоже необходимо учитывать. Из-за чего на верхней части средних частот получилась легкая ярчинка, агрессия или, если хотите, призвук. Если бы не это, то стоили бы данные наушники, думаю, $400, не меньше. Радует, что этот нюанс чуть менее выражен, чем в тех же Kefine Delsi, но все равно довольно-таки заметен. То есть на слух наушники, к сожалению, не такие ровненькие и гармоничные, как мы видим на графике. Словно там значительный такой акцент на 5-8 кГц. В остальном же данная модель просто образцово показательна.
Сравнивал их лицом к лицу с другой новинкой из данного сегмента TRI i3 MK3. Причем последние на слух мне показались спокойнее, ровнее, чуть лучше в плане масштаба и макродинамики, но без явно выраженной эмоциональности и с чуть более простой мелодической составляющей. На их фоне АРТ просто буйство красок, адреналина и всяких мелких нюансов. Teen Hi-Fi P1 Max 2 тембрально проще, они четкие и точные, но не такие певучие, без особого объема, веса и глубины. Тут даже 7 год Super Mix 4 ничего существенного предложить нам не в силах, поскольку тоже чересчур прозрачные, воздушные, со слабо выраженной массой на средних частотах и чуть ли не шелковыми верхами. Поспорить же с героями обзора могут лишь Letschuе S8, который еще масштабнее, музыкальнее, с сильнее выдвинутой вокальной частью и со сравнимой по уровню прорисовкой. Но все эти модели объединяет одна и та же черта. У них нет той агрессивной резкости на верхней части средних частот, а следовательно они более сбалансированные, естественные и в идеальном плане гармоничные. Согласен, подобная агрессия имеет и положительный эффект, особенно в какой-то надрывной по характеру музыке, всем электрическом и местами даже электронном. Для подобных жанров герои обзора будут просто восхитительны. А вот сложный в акустическом смысле джаз, симфоническая музыка и, например, все академическое раскрытием будет гораздо сложнее. Низкие частоты заходят тут достаточно глубоко, они собранные и в меру текстурные. Серединка на фоне баса проявляется с небольшой ступенькой, она детальнее, чище и куда лучше по динамике. Да и верха согласуются с ней просто замечательно. Они протяженные, достаточно подробные, с неплохим весом и разборчивостью. Высокие здесь действительно приготовлены просто выше всяких похвал. Наушники довольно выразительные, с некоторым акцентом на мелодике, приятной слуху весомостью, глубиной, объемом и построением пространства сцены в глубину. То есть, как за свои деньги, вполне приличное, на мой взгляд, решение. Итогом наушники ART от компании Zigat неплохо смотрятся, удобно сидят, имеют целых 4 арматурных излучателя внутри, не побоюсь этого слова, потрясающую настройку АЧХ и чуть ли не отсутствующее искажение. По звучанию же тут плотный такой сбитый бас со ступенькой перехода на куда более детальную и четкую серединку. Акустически оправданный вес, выразительность и прямо-таки завораживающая мелодика. Недостаток у модели один. На верхней части средних частот слышна резь или небольшая агрессия, которая, в отличие от тяжелой или эмоционально надрывной музыки, вносит заметный такой дисбаланс. Мне лично это не нравится, но акцент реально легкий, так что многие его могут и не почувствовать. В остальном ушки просто огонь и своих денег однозначно стоят. А у меня на этом все. Это была модель Zigat ART. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!